Ребята, всем привет! Сегодня, короче, будем заниматься прошивкой Kitaimatic, то есть отлома Scanmatic 2. Я свой буду сейчас обновлять, он у меня рабочий, сейчас попробуем его привалить, кстати, и поднять. То есть вчера другу уже, то есть заваленные мы подняли. Вот, для прошивки будем использовать программатор ST-Link версии 2, 4 проводка, ну и пинцет там, надо будет перемкнуть там ресет. Ну, сейчас, в принципе, покажу вам весь процесс. То есть все файлы, то есть уже, в принципе, выложили их в интернете на халяву. Вот, версия прошивки 2, что там, 21.22. Вот, все рабочий, то есть, как бы уже один подняли, и как бы без проблем. Вот, сейчас такую видеоинструкцию по прошивке его запилю для вас. Ладно, ребят, погнали, будет интересно. Так, ребят, короче, Kitaimatic. Подрубаем его к USB. И мы сейчас, наверное, попробуем его привалить. Так, подключаем. Так, меня смотреть нечего, что буду тут делать, смотрите. Вот, подключил его к компьютеру. Включаем. И запускаем. У меня это отлом, вот, на нем, сейчас я вам покажу. Заход экрана. Смотрите, у меня версия 2.21, ну, 21, короче, версия. Ну, как с Китая пришел. Вот. Запустили. Версии программы 2.21.22 от 25.11. Нажимаем ОБД и видим, он уже не работает. Он может не привалился, ну то есть он не хочет работать. И вот тут вот нету серийного номера программы. Можно отключить. Еще раз его подключить. Еще раз сейчас. Все, он не работает. Закрываем. Вот, то есть у нас будет прошивка. Так. У меня где в дистрибутивы? У нас, короче, вот вчера я вот такой восстанавливал по этой подключке. То есть у нас плюс питание, СВД ИО синенький, желтый СВ клок и масса. Соответственно, мы когда нажимаем законнектиться в программе STM Flash Utility, пинцетом перемыкаем массу и вот этот вот четвертый пин. Вот put to ground wire 2 секунды. То есть нажали, пинцетом держим, нажали законнектиться, подождали 1-2 секунды, отпускаем пинцет и пошла связь. Вот. Но нам нужно будет сейчас, скорее всего, будет у меня фиолетовая плата. Сейчас надо будет попробовать. Тут ресет с плюс 3,3 вольта у нас поменены местами. Вот будем подключаться по этой схеме. Так, раскручиваем наш Kitaimatic. Честно, я его даже никогда не разбирал, не знаю. Ну, оригинальный пару раз скрывал, менял разъем. А это никогда даже не открывал. Вот. Все, расщелкнули. Вот такой у нас Kitaimatic. Так, нам надо теперь открутить. Вот сейчас сорву сатишками эти винты. В принципе, его, наверное, можно даже это. Хотя не, тут распиновка другая. И процессор с той стороны. Надо его, наверное, полностью разобрать.
Фига себе. Нормально так она держит. Китайцы заморочились. Или не по резьбе вогнали. Потому что очень так, ну, с ощутимым усилием выкручивается. Может быть, конечно, какой-то фиксатор резьбы применили. Но мы, говорит, не те ребята. Сейчас мы его выкрутим. Так, все прошивки я тогда в Telegram выложу. И там подключки тоже. Так, ладно, потом тогда разберу. Так, ребят, короче, да, вот подключка у нас вот так вот. По этой подключке сейчас будем подпаивать 4 наших проводка. Так, устанавливаем запись экрана. И у нас получается, я тут сам на нее буду глядеть. Так, берем. Самый главный плюс-минусом не попутать все остальное. Фигня. Вот, подпаиваем. Масса. Залуживаем, короче, все эти вещи. Резать я не буду площадку залуживать. Ну, то есть проверить бы желательно. Возьму тестер сейчас. У нас получается крайняя масса. Так. Минусовой вывод. Это масса. И я думаю, какой-нибудь вот этот плюсовой. Да. Это плюс 3,3 вольт. Все правильно. Скорее всего, с большой долей вероятности у нас все совпадает. И что? Подключаем. Подключили питание. Подключили массу. Питание, массу подключили. Клок сюда. Так. И СДИО вот сюда. Вот, 4 проводка подключили. Берем наш ST-Link. Так, не знаю, там запись идет, все нормально. Вот, ST-Link, тут смотрите. Он у нас предназначен и для STM8 программирования. Это верхний рядок, вот описание. Вот, ну, вот так на себя смотришь. К USB разъему это первый столбец. Это описание для STM8. А нам нужен нижний ряд, если вот так смотреть от ключика. И вот тут подписано тоже. Подключаем. Во-первых, на 3,3 вольта. Не ошибаемся, потому что там есть еще 5-вольтовый вариант. Вот, массу. Массу на граунд. Желтый. У нас SVD Clock. Я, по-моему, делал, да? Сейчас я, чтобы самому не напариться. Так, SVD Clock, да. SVD Clock. Вот сюда мы его подключаем. SVD Clock подключили. И SVD его. Вот он, крайний. Так, крайняя нога у нас ресет. То есть у нас получается вот такая подключка.
красный питание, синий СВД-ИО, желтый СВД клок и черный масса. То есть у нас сейчас перемычку будем пинцетом между крайним вот массой и последним пятачком. Вот, берем наш USB кабель и подключаем программатор. У меня такой. Вот, горит просто красная лампочка. Вот. Дальше что делаем? Сейчас я вам включу запись. Так, а мы, наверное, давайте сделаем. Я сейчас захват экрана сделаю, да? Веб-камера. Сейчас мы веб-камерку вот так сделаем. И ее переместим вниз. Во. Вот так вот, чтобы вы видели. Смотрите, короче, у нас веб-камерка. Вот так себя чуть побольше сделаем. У нас есть утилита, да? У нас есть STM32, ST-Link Utility мы установили. И смотрите. Короче, во-первых, надо зайти в настройки. Target. Settings. И выставить вот такие вот все параметры. Это серийный номер, вам без разницы. Интерфейс SVD. 4 МГц. Режим нормальный. Мы потому что не дорабатывали ничего. Это она сейчас не может подключиться к питанию. Видите, светодиод горит. И смотрите, то есть, чтобы нам подключиться, вот смотрите, выбираем, берем пинцет, вот кнопка Connect to Target. Мы ставим на массу, зажимаем, все, коротнули, ресет, держим, нажимаем Connect, раз, два и отпускаем. Хопа! У нас программатор зацепился. И он предупреждает, что у нас там только стоит защита от записи, все дела. Но у нас все подцепился, нормал. Он видит семейство микроконтроллеров. Все у нас чудесненько. Нажимаем открыть файл. Выбираем прошивку. Открыть. Она открылась. Сначала делаем полное стирание чипа. Больше то есть, пинцет не надо держать. Я вот, когда стартанул, его убрал, и он находится в бут режиме. Можно, то есть, работать с ним. Он говорит, хотите сделать полное стирание? Да. Он говорит, стоит защита активированная. Так, у нас тут таргет. Так, как же я делал, сейчас вспомню. Мы жмем программу идентификация. Так, нет, по-моему, Full Chip Erase. Connect under rest, по-моему. Так, отключите. Так, сейчас мы еще раз выдернем питание. Хотя не, он подцеплен. Нажимаем стереть. Во! Да, Connect Under Reset надо было выбрать. Full Chip Erase, ну, можно стереть теперь. Нажимаем. Ну-ка, сейчас мы попробуем записать.
У меня потому что тоже что-то не с первого раза. А, вот. При записи он говорит, защищен. Вы хотите отключить? Мы нажимаем ОК. Сейчас он сотрет. Вот, пошла запись. Вот, и в момент записи он снимает защиту от записи. И потом повторно уже надо сделать полное стирание, потому что он сразу не заработает. Все, прошивка записалась. Вот, и прошла верификацию. Но у меня почему-то сразу не заработал. Лучше сделать. Теперь можно сделать. Теперь надо заново к ней подцепиться. Она перезагрузилась. То есть опять, смотрите, еще раз, вход в режим программирования. Вот мышку навели на Connect to Target. Перемыкаем массу и вывод ресет. Пинцетиком без разницы. Хотите кнопку прибавляете. Перемкнули, держим. Нажимаем Connect. Раз, два, убираем. Так, не цепляется. Передергиваем. Еще раз. Смотрите, еще раз замыкаем. Нажимаем Connect. Все. И у нас пошла, зацепились, короче. Так, ребят. Все, она вот зацепилась, все нормально. И теперь уже можно нажать полное стирание чипа. Все, теперь она его полностью стирает. Все, чип пустой, да? Переходим на вкладку с нашей прошивкой и нажимаем программ and Verify. Жмем старт. В этот момент, если интересно, там перемаргивается светодиодик на ST-Link. И идет запись нашего Китайматика. Все, записалось. Верификацию прошло. Нажимаем на всякий случай Disconnect. Отсоединяем программатор. И в принципе, наверное, все, можно проверять его теперь. Сейчас я сразу отпаяю проводки. То есть утилитку мы можем закрыть. Захват экрана нам больше не нужен. Мы делаем у нас на полный экран. И начинаем отпаивать наши доработочки. Отпаяли. 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 Ну и что? Будем сейчас проверять. Короче, подцепляем. Я его не буду пока собирать. Подцепили. Питание на него дали. Теперь берем наш USB кабель. Бамс. Он у нас подцепился. Ну давай уж что. Захват экрана теперь. И проверяем. Запускаем нашу софтинку. И, по-моему, вот первое включение. Он уже все сразу зацепился. Начал работать. Во-первых, вот тут появился USB-связь, серийный номер. В уголке вот мышкой вожу. Ну, соответственно, что-то тут появились двигатели. Программирование вот эти вот дополнительные 240-й, по-моему. Как-то вот так, ребят. Все. Сканматик обновлен. И то есть теперь, если даже он привалится, как бы не страшно, можно его
восстановить. Ну вот еще раз. Блин, с UBS-кой. Все, запускаем. О программе еще раз. 2.21, 22. Ну что там? Не знаю, равно. Все, он серийник уже видится. И зелененьким, что он на связи. Так, ребят, вот таким вот незатейливым образом можно обновить свой сканматик или же восстановить, если уже... Я знаю, просто многие, они сейчас дешевые китайматики, имеют несколько приборов, то есть заблокировали, купили новый. И ну, таким образом, короче, их это... Уже у многих накопилось целое количество, никто не знал, что с ними делать. Ну, теперь как бы есть решение. Так, сейчас я возьму головочку, чтобы руками в ломы крутить. Все, поджали. Сейчас еще чуть-чуть подзатяну. Немножко сильно не буду. То есть, в принципе, вот больше тут воспоминаний. Я потому что не каждый день их шью. Ну, буквально вчера, грубо говоря, делали. Ничего трудного. То есть, как бы, вот 4 проводка. Программатор ST-Link, Салика. И все. И Scanmatic 2 у нас в следующей версии. Если у кого-то вообще древние, то можно также, там железо все в принципе одинаковое. Прикручиваем наш ОБД разъем. Ну и как бы все, работа выполнена. Так, ладно, ребят, надеюсь, контент был полезен. Кому-то, может быть, это поможет. Все прошивки, короче, я выложу в Телеграме у себя. Ну и схему подключения. Вот, ну и утильту саму ST-Link, соответственно, я тоже скину. И ссылки там, где есть свистки, там, если что, можно купить. Вот, проверено, все будет в описании. Ладно, ребят, всем мира, всем добра, всем пока.